Куда уходят умирать коты? Никто среди человечей суеты не думал никогда, вы мне поверите. Куда уходят умирать коты, чтоб нам не видеть их кошачьей смерти? Из стихотворения Ирины Гирляновой. Есть такая кошачья страна. Да, та самая, куда уходят умирать коты. Там нет машин, нет злых людей, нет страшных и жестоких собак. Зато есть зеленая трава, а в ней копошится масса различной мелкой живности и птичек. Есть, где разгуляться кошачьим лапам и поохотиться кошачьим носам. А еще там, в кошачьей стране, есть масса плюшевых игрушек и диванчиков, с запахами их любимых хозяев. И каждой кошке есть где понежиться и полежать. И всегда там стоит теплая и не жаркая солнечная погода. Иногда выпадает дождик, но недолгий. И тогда кошки лезут под свои плюшевые диванчики и смотрят, высунув свои носы под небесную капель и ловят капельки своими шершавыми языками. Есть отдельный загончик для тех кошек, которые любят поиграться. Там масса различных игрушек. Резиновые мячики, деревянные кубики. Также есть бумажные бантики на ниточках. Ведь каждая кошка хоть раз в жизни играла забавным бантиком на ниточке. А когда кошки в кошачьей стране устают от игр и нагуляются вдоволь, то к их услугам повсюду расставлены плюшки с их любимыми угощениями. С вкусной жареной рыбкой, копченой колбаски. Даже бабушкина кулебяка тоже есть в кошачьей стране. И само собой текут реки с чистой водичкой. Для кошек-любителей рыбной ловли вдоль берегов речки с чистой водой сидят рыбаки, которые каждую секунду вылавливают свежих окуней и лещей, выбрасывая их из воды. Кидают в маленькие свои ведерки и делают вид, что не видят кошек, которые хитро тащат из их ведерок рыбу. А по вечерам все кошки выходят на улицу, рассаживаются вокруг больших костров и начинают мурлыкать каждая о своем. О своей кошачьей жизни, о тех, кто там остался, и о тех, кого они любили в своей прошлой кошачьей жизни. Есть такая страна, куда уходят умирать коты, да и кошки тоже.